Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание порогу и поговорим о том, почему нельзя здороваться через порог и почему нельзя прощаться через порог. Какие народные приметы, традиции, суеверия сохранились и передавались нам от наших предков. Друзья, все далее более подробно. Очень часто бывает такая ситуация, что к вам кто-то позвонил в дверь, ваш знакомый, друг, родственник, неважно. И вы открываете дверь и сразу тянете к этому человеку руку для того, чтобы поздороваться. Ну, наверное, и вы слышали о том, что вам в ответ могут сказать: через порог нельзя здороваться. И, возможно, вы в недоумении сами выходите за порог или приглашаете своего приятеля, друга, знакомого зайти к вам. Вы должны понимать о том, что дверной проем вместе с порогом, он является гранью, которая связывает иной мир с нашим. И из-за этого в момент рукопожатия через порог существует вероятность нарушения вот этих тонких граней двух миров. Ну а брешь в ином измерении чревата попаданием в ваш дом различных нехороших сущностей и негатива. Вы знаете, у наших предков также существовал очень интересный обычай хоронить у входа под порогом дома прах умерших. Помните о том, что порог символизировал границу между домом и внешним миром, а прах предков таким образом считался, что охранял. Дом – это отдельный мир, в котором есть своя энергетика, своя защита. А вот улица, друзья, это другой мир. Это мир с другими энергиями, с другими духами и так далее. И когда человек, выходя или заходя в дом, он таким образом оказывается в двух мирах или в двух измерениях. И поэтому, чтобы защитить свой дом вот таких вот от непрошенных гостей, никогда наши предки старались не нарушать определенные запреты, которые касались именно порога дома. Потому что наши прабабушки, бабушки, дедушки знали, что, нарушив этот запрет, человек таким образом тревожит вот тех вот сущностей, которые живут вот в этих мирах. Поэтому, когда вы здороваетесь на этой границе, значит, вы разрешаете в свой дом войти не только человеку, который к вам пришел, но и потусторонним силам. Конечно же, нарушались и запреты, связанные с порогом дома, только во время гаданий и определенных ритуалов, так как цель в таком случае потревожить духов, чтобы помог в осуществлении того или иного ритуала или обряда. При этом следует учитывать тот факт, что очень часто под порог закладывались различные магические заговоренные предметы, которые охраняли дом, и любой входящий должен был пройти над ними. Конечно же, с принятием христианства погребальные традиции, они изменились, и мертвых теперь хоронили на освященной земле у церкви. Тело предавали не огню, а земле. Но отношение к порогу осталось незыблемым в вековой памяти. Со временем люди нашли массу других объяснений, которые связаны с порогом. Вы знаете, в некоторых областях Центральной России до сих пор распространено суеверие, что именно здесь несет свою вахту домовой. И бывают и другие верования, что на пороге, например, живут злые духи, готовы в любой момент украсть у человека все то хорошее, что он имеет. Поэтому задерживаться в их владениях лучше не стоит. И вот, например, в некоторых регионах привычка здороваться через порог сулила ссору. Поэтому перед тем, как поприветствовать человека, следует обязательно зайти в помещение или выйти из помещения. И вы знаете, есть очень интересная традиция, суть которой в своеобразной очистительной процедуре. Проявлением уважения и хорошим тоном всегда считалась практика встречи гостей
перед своим порогом и пропусканием их вперед, перед собой, через порог своего дома. И здесь в данном случае порог играет роль энергетического фильтра. Ведь чтобы войти в дом, надо пройти через некоторое сужение, через воронку. И, соответственно, все негативные мысли, все зло, что вот есть, нужно оставить за порогом. В старину молодожены, выходящие из дома, должны были перейти лучину, которую зажигали на пороге. И вот считалось, что такой обряд помогал им обрести семейное счастье. Существовала и практика пригласить к себе в дом благополучия. Для этого под порог подкладывали разомкнутый замок. И когда будущие супруги выходили из дома и шли в церковь. А когда они на обратном пути снова переступали порог, то жених на руках заносил невесту через порог и ставил ее на пол. Для того, чтобы показать домовому: вот смотри, это наша. После этого замок закрывался, а ключ выбрасывался. Он ее занес как единое целое. Считалось, что таким образом жених показывал, что просит любить и жаловав. А переступив своими ногами, она может принести другую энергетику, поэтому к ней будут настороженно относиться. То есть считалось, что в таком случае наши предки считали, что уже жена, невеста, да, полностью принадлежит его роду, а домовой данный род защищает. И поэтому обращением к родителям мужа была мама или папа. А они, соответственно, должны были ее называть доченька, а братья и сестры жениха называли сестрой. И здороваться через порог еще вот почему нельзя. Давайте немножко вернемся к зеркалу. В зеркале, смотрите, давайте так, посмотрим в зеркало. И когда мы смотрим в зеркало, то мы увидим, что левое у нас правое, а что правое левое, как у магнита, разность потенциалов. И возьмите, например, от аккумулятора плюс и минус и попробуйте соединить. Что будет? Искра. И вот чтобы не коротить вот свою энергетику, поэтому было и не принято. Либо, если человек подал свою руку через порог и вы ее взяли, вы должны его на свою сторону перетянуть, не отпуская руки. Обращаем еще внимание на один момент, что на ладони есть точка, которая излучает энергию. Когда человек ладонь в ладонь здоровается, то вот разность этих энергетик может одному из двух навредить. Поэтому, если вы обращали внимание, у нас всегда здоровались за запястье. И получалась как бы такая вот тройная система. Во-первых, когда здоровались за запястье, ощущали пульс другого человека. И, конечно же, определяли, искренне ли человек вас приветствует. Второе. Соединялись вышивки на рубахах, как мы сейчас говорим, на манжетах. И по ним человек видел, какого рода племени и чем, как говорится, занимается другой человек. Ну и в-третьих, проверяли, нет ли золокотного ножа, который от локтя до кисти. Вот такая тройная система была у наших предков. Поэтому здороваться и прощаться через порог считается, что это может привести и к ссоре. Также помните о том, что брать и передавать что-то через порог означало потревожить мертвых и вызвать их гнев. Поэтому, передавая вещи, не переступая через порог, вы рискуете навлечь в свою квартиру друга или вашего соседа дурную мороку. Причем следует отметить, что человек, который передает вещички, ничем не рискует. Тот же, кто их принимает, по незнанию может уйти из этой жизни даже в ближайшее время. Также категорически запомните раз и навсегда, потому что нам очень часто пишут на электронную почту: скажите, а можно ли это? Категорически воспрещается давать через порог мыло, зубную щетку, спички, соль, чай и полотенце. И также есть еще одна примета, связанная с порогом. Никогда нельзя передавать деньги через порог. Это приведет к финансовым проблемам.
Хочется еще пару моментов сказать о том, что нельзя выметать и мусор через порог. Это такое вот запретное действие, которое отрицательно и характеризует хозяйку. Отсюда и такой есть переносный смысл: не выноси ссор из избы. То есть, не говоря о том, что происходит в семье, не делай это достоянием всех. Помните еще и то, что в сумерки через порог нельзя выносить мусор вслед за ушедшим человеком, иначе он больше не придет к вам. Нельзя мести и от порога, потому что в таком образе вы заметаете в дом злых духов и таким образом можете отводить. Кстати, также нельзя и сидеть на пороге. Не зря наши предки делали порог очень высоким, и таким образом он служил преградой всякой нечистой силе, которая обязательно запнется о возвышение. А если туда присядет неженатый мужчина, то вовсе не женится, а вот беременная женщина, сидящая на пороге, лишится ребенка. Конечно же, народная мудрость и не советует вести долгие беседы у порога при открытой двери. Настежь распахнутая дверь делает дом совершенно беззащитным перед негативом и разными незваными гостями. Также стояние на пороге запутывало намерения, потому что раз вы ступили на порог, значит вы выходите или входите в дом, другого здесь не дано. Мы ведь всегда двигаемся с вами в потоке, точнее должны это делать. Это облегчает нашу жизнь, наш дом, и, конечно же, населяющие добрые силы постоянно помогают нам в этом. И человек вышел из дома, то значит считается, что дом следит за ним, облегчает ему дорогу назад. Так что никогда не стойте на пороге. Но есть одно но. Стоять на пороге, согласно народным суевериям, все же иногда можно и даже нужно. Если вы хотите избавиться от каких-то негативных эмоций, от тоски, от печали, грусти, то встаньте на порог и постойте пару минут, думая именно о своей проблеме. Плохое настроение снимет как рукой. Также порог в вашем доме может помочь вам и привлечь удачу. Есть одна народная примета, согласно которой монетка под порогом привлекает достаток в дом. Положите пятак под порогом входной двери и проверьте, насколько быстро к вам появится деньги. Также нельзя целоваться и через порог. Считается так разлуке или длительному расставанию. Если ни то, ни другое не входит в ваши планы, тогда остерегайтесь любых нежностей и ласк на этой границе. Помните о том, что нужно переступать через порог правой ногой, а если вы левой переступаете, то к неудаче. И если вы будете кушать на пороге, о вас будут сплетничать. Конечно же, это очень важно. Поэтому, друзья, когда вы перешагиваете через порог, всегда будьте внимательны и осторожны. Также, когда вы делаете уборку в своем доме, вне зависимости, это такая быстрая уборочка или генеральная уборка, всегда уделяйте внимание мытью порога, при этом как внешнего, так и который находится на территории дома или квартиры, так и внешнего. И, конечно же, в своей входной двери. Помните о том, что входная дверь и порог, это очень такие важные сакральные места, которые несут определенную энергию и защищают нас. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны по отношению к порогу. Старайтесь как можно меньше игнорировать вот тех народных примет, которые оставили наши предки. Потому что многие сначала смеются и думают, что это все ерунда, а когда наступают какие-то определенные ситуации, человек начинает анализировать, то возникает, что просто человек что-то не так сделал, и теперь ему нужно приложить максимум энергии, усилий, возможно, финансов, для того, чтобы решить ту или иную проблему. Вы знаете, недаром наши бабушки, прабабушки передавали многие знания из поколения в поколение. Обратите внимание, книжек не было от слова совсем, но это все знания передавались из уст в уста. И сегодня мы с вами, имея такую возможность, тот же интернет, книги, мы можем это своим детям рассказывать и объяснять, почему это можно, а это нельзя.
Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. В нашем телеграм-канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно и полезно. И смотрите, там вы знаете много подсказок и много важной, ценной и интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся уже в следующем видео.